В последнее время все чаще на просторах интернета начинают появляться мистические версии Майнкрафта. Мистические версии, в которых может обитать что-то жуткое, необъяснимое и загадочное. В некоторых может меняться меню Майнкрафта, появляться непонятные объекты в мире и сущности. Ожидать от таких нестабильных версий можно чего угодно. Сегодня я вам поведаю топ из 10 страшных версий. Топ составлен по моему субъективному мнению. Хорошего вечера, ребята. Меня зовут Ньюстерилайн. Приятного просмотра. Наш топ открывает страшная версия Nobody.exe. Главное меню версии сразу нагнетает жути. Обрубленная надпись Майнкрафт, крутящийся сплэш, странные кнопки. Кажется, будто все намекает, что лучше в эту игру не заходить. Но если вы все-таки решите зайти в эту версию, то через некоторое время обнаружите странности. Во-первых, в этой версии, кроме волков, полностью отсутствуют какие-либо существа. Во-вторых, тут и там по миру начнут появляться обсидиан. Спустя полчаса нахождения в этой игре начнут появляться таблички с текстом null. Еще через некоторое время появится непонятная ошибка в чате. А по центру мистики в этой версии является резкий запуск розового фильтра. Советую вам не терять внимание, так как в любую секунду после этого может появиться он. Появился null. После приближения к нему, скорее всего, он увеличится в размере и исчезнет. Майнкрафт бета 1.0. Это еще одна не менее жуткая версия. После того, как вы зайдете в мир, вы заметите странные структуры в виде фонарей. Интересная странность этой версии заключается в том, что у скелета в руках вместо лука каменный меч. На первый день нахождения в этом мире в чате может появиться надпись, которая вам не даст расслабиться. Бот 666 присоединился к игре. Резко начнутся красные мерцания экрана. От неизвестного игрока бот 666 появится сообщение. Слишком кроваво. В один момент может произойти кое-что действительно странное. Произошел резкий громкий глич. Все текстуры после этого начали напоминать месиво. Сплэш-меню версии стал немного странным. Здесь написано: Бот 666 покинул игру. жуткая версия Minecraft негатив. Особенность этой версии в том, что по сравнению с многими страшными версиями, в этой игрока будет ожидать не только один кошмар. По слухам, в этой версии существует целых 4 сущности. С первых секунд игры мы наблюдаем странное главное меню, в котором как будто произошел критический сбой. Вперемешку с резкими звуками слышна реверснутая музыка обычного Майнкрафта. Цветы и грибы в этой версии хаотично парят в воздухе. Это очень напоминает версию R437, в которой тоже было что-то похожее. Все животные здесь странные, будто покалечены. Спустя 15 минут игры начнутся странные события. Появится сообщение в чате с непонятными символами. Также есть вероятность, что лодки в этой версии начнут сами двигаться, что лично на меня нагнало сильный страх.
может появиться еще одно странное сообщение в чате, и при этом здоровье игрока уменьшится. В системе произошла ошибка. Я уменьшил твое здоровье, чтобы ты быстрее умер. Смайлик в конце этой надписи будто создан с целью еще сильнее напугать ни в чем не подозревающую жертву этой версии. В один момент произойдет странный глич. Если за все время нахождения игрока в этой версии он все еще не выйдет из игры, появится сущность. Когда я играл, появился Entity 303. Вскоре, через несколько секунд, он исчез. Вот как выглядит главное меню этой проклятой версии. Название окна напоминает хекс. Вот что будет, если конвертировать его в текст. Если ты читаешь это, ты умрешь. Первым проявлением мистики является запуск пластинки 12, которого в Майнкрафте никогда не существовало. Первую же ночь может произойти странные события. Игрок умрет, а рядом, под душераздирающие звуки, появится существо. Время от времени появляется сообщение в чате. Если слишком долго находиться в этой игре, произойдет глич, после чего Майнкрафт зависнет. Страшная версия Error 422. Главное меню этой версии постоянно переливается символами. Слово Майнкрафт искажено. Бар здоровья и голода работают очень нестабильно. Резкие удары молний, изменение времени суток, появление различных эффектов. Все это не даст вам забыть, где вы находитесь. Иногда будут происходить гличи, которых можно хорошо испугаться. Где-то спустя час игры произойдет финальный глич, во время которого на игрока нападет он. Жуткая версия 1.0.3, нижнее подчеркивание 02. В этой богом забытой версии обитает длинноногий. Сначала, гуляя по миру, вам покажется, что в этой версии ничего кроме обрубленных деревьев нет. Но самые жуткие события начнутся, когда вы случайно найдете его. После приближения к длинноногому игра вылетит. Если вы все же не побоитесь снова зайти в версию, вы заметите, что название версии изменилось. Очень жутким моментом версии является то,
что если вы напишете какой-то текст на табличке, через некоторое время он станет красным. А жуткий кровавый смайлик, думаю, вряд ли создан, чтобы вас развеселить. В один прекрасный момент произойдет то, что вы точно не будете ожидать. После того, как игрок дойдет до конца этой чудной комнаты, с другой стороны появится длинноногий, который побежит на игрока, не давая ни одного шанса на спасение. Когда длинноногий подойдет близко к игроку, игра вылетит. Но если даже после такого вы решите вернуться в игру, вы увидите это. Меню Майнкрафта полностью изуродовано, текст на кнопках стал красным, а все миры игрока полностью исчезли. После того, как вы зайдете в мир, длинноногий начнет очень активно наблюдать за игроком, не давая и минуты отдыха. Приготовьтесь, так как то, что сейчас вы увидите, может вас напугать. Следующая по счету криповости идет версия Minecraft for Free. Первые признаки мистики в этой версии — это изуродованные деревья и кресты из листьев. Запомните, если услышите пещерные звуки в этой версии, готовьтесь к худшему, потому что после их проигрывания обычно начинает происходить что-то странное. Здесь в любой момент может произойти глитч. По слухам, если играть в эту версии 4 часа, то произойдет это. Страшная версия 1.2.3b. Поначалу ничего странного, кроме некоторых необычных деревьев, в мире вы не найдете. Но позже первым событием станет появление факелов. Похоже, факела появляются в виде дорожки, будто указывая игроку путь. В один момент в чате может появиться сообщение от игрока с ником, который состоит из нулей. Сначала вам покажется, что это случайный набор букв, но на самом деле это шифр Цезаря. Эта фраза значит «привет». Также в этой версии иногда запускается звук, напоминающий азбуку Морзе. Вот как расшифровываются некоторые сообщения. Антизеро, он хочет убить меня. Помоги мне. И если ты не поможешь мне, он уничтожит меня и тебя. Также в интернете существуют кадры очевидцев, которые запечатлели существо Entity Zero. Где-то спустя 5 дней игры может произойти кое-что очень странное. В чате красным текстом получено сообщение «Привет», а игрок появился на обсидиановой платформе. Но даже не пытайтесь убежать отсюда, так как у вас это не выйдет.
На краях платформы начали появляться большие стены. А когда они окружили платформу, на экране начали мелькать разные надписи. Вскоре после чего на игрока с громким скримером напрыгнул инверсированный Entity Zero. На втором месте находится версия Майнкрафта 1.7.3. За несколько часов игры единственное отличие от обычной версии, которую вы найдете, это деревья без листвы. Деревья без листвы являются признаком присутствия в мире Херобрина. Но сам Херобрин просто так обычно не появляется в этой версии. Если вы решите прокопать под этими столбами, вероятно, вы обнаружите заброшенную шахту. Гуляя по этой шахте, вы можете заметить странную особенность, лежащий на полу алмаз. Если вы решите поднять этот алмаз, то знайте, Херобрина уже не установить. Поначалу начнут появляться странные структуры, по типу различных пирамидок из песка, табличек с надписями, красные факелы. Где-то через несколько дней незаметно для игрока появится Херобрин. Если вы, не дай бог, услышите сзади себя звуки шагов зомби, при том, что зомби нет, знайте, Херобрин прямо за вами. В один прекрасный момент игра просто вылетит. После повторного запуска игры и захода в мир, игрок окажется в лабиринте из бедрока. При этом режим игры сменится на хардкор. Вскоре появится надпись. Херобрин присоединился к игре. После чего не пойми откуда появится Херобрин с алмазным мечом, который будет бежать прямо к вам. После столкновения игрока с Херобрином, игрока ждет неизбежная смерть. После чего мир, в котором вы играли, будет удален. На первом месте в топе расположилась версия Minecraft Hex 3. Данная версия является потомком легендарной версии Minecraft Hex, которая успела нашуметь еще несколько лет назад. Сценариев развития событий в этой игре было немного. В меню сетевой игры можно было общаться со странной сущностью, которая обитает в этой игре. В одиночной игре был только один мир, название которого изменялось с бешеной скоростью. При попытке зайти в единственный мир, игра либо вылетала, либо запускалась с такими сильными зависаниями, что играть было просто невозможно. Надпись Minecraft по какой-то причине будто прилип к курсору, а сплэш меняется с бешеной скоростью. Музыка в главном меню искажена. Главное меню пока что напоминает старый Minecraft Hex, хотя ведет себя более нестабильно. В списке миров есть всего один мир, название которого напоминает случайные символы. В поле ввода IP сервера, так же как и в обычном Minecraft Hex, можно общаться с сущностью этой версии. Например, если ввести Херобрин, он ответит «Is real», он реален. Нотч, брат убил его. Но если ввести Error 404, то произойдет кое-что странное. Где-то через час игры в одиночный мир игрока присоединится странный игрок. Он будет писать в чат. Ночью опасно, путник. Я могу вам помочь?
Вам нужна помощь? Потом появилась платформа из бедрока. Странное существо начало постепенно перевоплощаться в кого-то другого, и в конце произошел вылет игры. Лично для меня Minecraft Hex 3 это самая жуткая версия в этом топе. Это был топ из 10 мистических версий Майнкрафта. С вами был New Storyline. До скорого.